Заехал на паузу, сходил в душ. Едем на Рыбфьорд и начинаем наше видео. Всем привет, друзья! Это канал Tracker in Scandinavia, которому исполнилось 5 лет. Вот сейчас в мае. С того момента, как я загрузил первое свое видео. Помимо всего, ровно 500 видео за этих 5 лет было мною загружено. Это в сумме длинное видео, короткие видео и также трансляции. Мы с вами сейчас направляемся в сторону Хаммерфеста. Перед Хаммерфестом есть городок Рыбфьорд, где у меня будет загрузка. И мы с вами разберем, что же произошло за эти 5 лет, как я начал свой YouTube, что было, чего не было, что будет. Вообще в целом, как весь этот путь прошел, а ведь только это все начало. Первое видео, в котором я заговорил, с этого момента начинается отсчет, в принципе, как я начал YouTube канал. Это май месяц был. Это очень забавно. Я пересмотрел сам, это очень забавно выглядит. Но там я сказал в этом уже видео со старта самую главную и правдивую вещь. И от этого дальше я начал всегда, в принципе, на канале, всегда говорю правду и только правду. Фары полное говно. И без дополнительного освещения, как в моем варианте. Фирма почему-то жалеет устанавливать. Вот, то зимой это просто беда полная. Затем следующее видео, которое было, где я уже участвовал, собственно, своим лицом. Я рассказывал, как устроиться на работу в дальнобой по данным на те времена. И тоже вам небольшой отрезок, чтобы вы вспомнили, как я выглядел, молодой, красивый. Привет всем, кто посетил мой канал. Меня зовут Федор. Я работаю водителем-дальнобойщиком на полуприцепе по Скандинавии. Вот я из Белоруссии, начал я свою карьеру в 2014 году. Эти видео снимались на телефон, без микрофонов, без ничего. У меня был только телефон и, естественно, ноутбук. Затем уже была приобретена первая камера моя, которая сейчас со мной. На нее, собственно, я снимаю с беспроводным микрофоном. И дальше понеслось, понеслось и понеслось. Так вот, с чего все начиналось? А начиналось все с довольно-таки простой вещи. Я хотел как-то поделиться, в принципе, красотами Скандинавии. Единственное, вот что я не хотел, это касаться темы дальнобоя. Что, как вы видите, у меня, в принципе, не получилось сделать. Одно без одного существовать не могло на моем канале. Время привело к тому, что тематика полностью совместилась. И теперь речь на моем канале идет о дальнобое в Скандинавии с видео, которые есть какие-то обозревательные, там, путешествующие, там, обзоры траков и так далее. Но как только видео какое-то выходит за рамки вот этой темы, оно, естественно, попадает в никуда. Большинство видео я делал лично сам, например, для себя. Даже и это видео, в принципе, я понимаю, что его посмотрит полчеловека, оно ничего много не наберет. Это видео лично для меня такая, как память. Вот 5 лет я веду YouTube. Вдруг я просто когда-нибудь с ума сойду и перестану всех вообще помнить. Мне покажут YouTube, скажут, вот это ты. Так, в принципе, большинство контента на моем канале для этого и существует. Где-то какие-то я снимал домашние видео также, как память какая-то, чтобы была. YouTube, что такое YouTube? Это огромнейшая, самая огромная база в мире видеофайлов. Это вам, если вы являетесь автором YouTube, у вас есть бесплатное облако неограниченное. Вы можете загружать фотографии в записи, вы можете делать короткие видео, вы можете делать длинные видео. И это все будет храниться на YouTube до тех пор, пока он вообще существует. Существовать он будет, поверьте мне, огромное количество лет. И что бы сейчас ни происходило, как там, например, в России блочили его, не блочили, все, его скоро разблочат, и все будет идти, как раньше шло. Ни одна платформа YouTube заменить в ближайших 20 лет
не может. И если вы постоянно публикуетесь на YouTube, то есть, как я это делаю, то есть это вам все время, все это ваше будет сохраняться, даже после того, как люди перестают публиковать, их канал еще существует там десятки просто лет, YouTube их не удаляет. Помимо того, что у нас есть цифра 5 лет на YouTube, 500 видео загруженных, есть еще одна цифра 5. И эта цифра 5 компаний, которых я сменил за это время. Мы также сейчас об этом всем поговорим. Я вкратце пройдусь по этим всем историям, потому что все это есть на моем канале с самого начала. То, чего не было на канале, как я начинал вообще дальнобой, где я катался, что я делал, я также делал видео до. Что было до? Есть эти видео, ищите. Ну, давайте так вам, раз это видео у нас будет такое, я в описании буду вставлять ссылки на видео, подписывать их. Те, о которых я говорил в этом видео. Поэтому в описании зайдете, вы найдете видео, если какое-то захотите. Помимо того, на данный момент уже видео вышло, вы найдете на моем канале. Я вам немножко пробегусь по меню вообще YouTube канала. Многие, может быть, вообще не знают, что там такое есть. Так вот, сам канал состоит из нескольких пунктов. Там есть у нас публикация длинных видео, то есть горизонтальных, коротких видео, то бишь шотсы, которые вертикальные. Записи есть, там, где я могу писать какой-то текст, вылаживать какие-то фотографии. У меня также там ведется и постоянно что-то туда добавляется. Еще там есть плейлисты, и на данный момент там добавлено 5 сезонов работы моих в Скандинавии. То есть, и он будет подписан как самый лучший сериал в мире про дальнобой. Так, я решил его так именно назвать. И это действительно вам будет лучше пересматривать эти видео. То есть плейлист будет первый сезон, второй сезон, естественно, с самого начала, как я начал вести YouTube. И тем самым вы замените ваши говносериалы про ментов и можете смотреть мои видео с самого начала. Как Санта-Барбару. Это будет бесконечно. Так вот, плейлисты. Также там есть пункт трансляций. Это где мои были какие-то стримы, они там сохранены. И я постараюсь, пока мне ехать до загрузки, уложиться в это временные рамки. Мне минут 40 ехать, наверное. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Точно, если честно, я не знаю. Еду я без навигатора. Так как я уже там был, знаю, где находится рыбярня. Так вот. И вот это вот, все это вы можете найти в моих самых первых видео, потому что я там не умел пользоваться монтажом, у меня не было монтажной программы. Затем я это все начал четко вырезать, и вы зачастую как бы смотрите, вроде бы толково говорит, без всяких запинаний и так далее, потому что это все вырезается. Это все работа идет монтажа. Также, собственно, сам звук. Есть очень интересное видео, «Разоблачение дурака» называется. Я снимал видео, речь там шла, что-то там, какие-то вещи для работы или что-то в этом роде это было. И посмотрите на это видео. Первый рейс и какие вас ожидают расходы по приезду в вашу страну работодателя, будь это Литва, Польша или Латвия, или Эстония. Значит, разделю я на две категории людей. Что вы видите на этом видео? Как я с наушниками в ушах что-то рассказываю, ни хрена не слышно. Слышно, как чайки орут где-то на фоне громче, чем я разговариваю. И я поясняю на данный момент, как тогда я думал. Я думал, что я надев наушники в уши, звук будет писаться на эти наушники. То есть это, как беспроводные наушники, и звук будет писаться туда. Я так раньше думал. Кстати, если вы так до сих пор кто-то думает, когда вы записываете видео, вы в наушниках или в Bluetooth, что у вас звук пишется именно туда, нет. Звук всегда пишется на телефон. Он пишется только на микрофон, когда у вас отдельный есть микрофон, либо петличка. Тогда это все пишется на камеру. Даже есть момент, многие могли заметить, когда у вас по Bluetooth подключена музыка к вашей системе от телефона, и вы хотите снять видос, у вас играет музыка с телефона по Bluetooth,
то в момент нажатия на запись камеры звук у вас по Bluetooth этом отключается. Начинает работать другой микрофон, который записывает именно камера. Я с полной уверенностью тогда записывал в те времена эти два видео и думал, что у меня звук пишется именно хорошим, и четко слышно. Но так как я эти видео записывал сразу подряд в одной и той же локации, естественно, я их уже увидел, что звук отсутствует только когда начал что-то там собирать, какие-то файлы. Вот. Затем я купил лицензионную программу для монтажа, и началось это немножко дело все идти по-другому. Ну и, конечно же, первая камера, собственно, была куплена, вот, на которую я снимаю в данный момент. Это у меня DJI Pocket 2 с беспроводным микрофоном. И уже совсем другие видосы начались. Я почти киноэффекты начал создавать. Ну, скажите, это же круто, то есть, когда так можно делать только с помощью одной камеры. Собственно, по этим параметрам я ее и выбрал, плюс, конечно же, беспроводной микрофон. Что интересно про беспроводные микрофоны, это у меня как бы уже, можно считать, старая версия. Затем у меня была куплена версия с двумя беспроводными микрофонами, которых можно подключать к любой камере, то есть к телефону, к любой камере, к ноутбуку. И самое интересное, что в данное время, в 2026 год, такие только сейчас микрофоны начали использовать наши новости, которые я вот вижу, видел по телевизору. Я, естественно, сразу мне в глаз кидается, что у них висит беспроводной микрофон. То есть, раньше они вот с этой вот штукой стояли, да, то есть привычка, может, какая-то, или я не знаю, откуда у них это пошло, что они не знали существования таких микрофонов. То есть это очень четкие микрофоны, и теперь не надо ходить вот с этой балдой, она тяжелая, там рука, наверное, потом отваливается после нескольких часов съемок. Вот, а здесь повесил, и у тебя все записывается. Петлички, которые проводные, которая идет, проводятся там на систему. Вот знаете, у кого там сзади вот есть эта штука там стоит передатчик. От передатчика выходит провод на петличку, которая у вас где-то будет закреплена. Это все неудобно. Это все крайне неудобно. И качество конкретных беспроводных микрофонов DJI гораздо лучше. Ну, это не реклама, чтобы вы понимали. Мне DJI нифига не платит. И вообще, наверное, мне пора их просто обсирать. DJI компания говно. Всю технику она делает говно. Ну, потому что за столько техники, которую я купил DJI, мне могли бы хотя бы брелок какой-нибудь подарить, но мне никто ничего не подарил. Ни скидку не сделали, ничего не сделали. Поэтому сразу я вам скажу один раз, что все у меня DJI, кроме ноутбука и телефона. Вот. Дальше была куплена также GoPro-шка у меня. GoPro-шка, которая была разыграна у меня на канале. И затем я купил также тот же самый упомянутый выше бренд, чтобы у меня уже было все подогнано под одну, так сказать, экосистему. Мне сейчас выражается от воды солнца так ярко. Дальше началась у меня на канале борьба с самим собой, борьба с контентом. И думаю, вот обогнать мне эту Audi или нет. Но он едет 50, да, 50 круто, но здесь ни души, никого нету. Можно ехать и хотя бы 60. Собственно, я бы это и сделал бы. Ну ладно, мы не будем нарушать, а то сдаст еще, позвонит кому-нибудь. Начал публиковать видео за видео. Ну и, конечно же, когда мы что-то начинаем делать, каждый человек всегда хочет все и сразу. Собственно, я тоже от этого не отделялся. Я хотел все и сразу, чтобы у меня сразу все видосы набирали миллиарды просмотров, чтобы я заработал кучу денег на этом. Но такого не бывает. И крайне какой-то редкий вообще контент в целом, я имею в виду не только тематика дальнобоя, который резко простреливает, набирает большую аудиторию. Но тематика дальнобоя такая, что у вас что-то должно происходить. То есть у меня конкретная тематика не то, что ну, вот. Почему люди не умеют писать одно смс? Вот одним текстом такой вот написал и отправил. Надо 20 слов отправить 20 сообщениями просто.
Я выключу звук, чтобы мне никто не компассировал мозги. Вот. Так вот, о чем это я? Сбили меня только. У меня люди что ждут от канала? Это ждут зиму и ждут трэш-контент. Цепи какие-то, чтобы кто-то где-то буксовал, кто-то в кювете, вот что-то в этом роде. Хотя бы просто уже когда непогода, снегопад, буран там или еще что-нибудь. Когда просто я снимаю видос, в целом это мало кому интересно. Ну, я так, конечно же, утрирую немножко. Но в целом, как я и говорил, что если отхожу я от темы дальнобоя, то, соответственно, видос набирает там, например, гораздо меньше просмотров, чем это могло быть в какое-то зимнее время. Но это я все опять-таки к чему иду. Когда я начинал, я несколько раз собирался прекратить вообще всю эту деятельность. Интересный факт, что начинал я в то же время вместе с Борисом, он же Боркс, который из Эстонии в Сауе работает. У него YouTube канал, он также начинал снимать видосы. Ну и вот он потом как бы, собственно, и сказал, что да ну его, эти все видосы, не хочу я больше этим заниматься. Неблагодарное это дело. Я также снимал, у меня очень медленно росли подписчики. Прошел уже год съемок, наступал второй год. Ну и да, конечно же, давайте начнем в это время про компании. То есть начинал я снимать тогда в Гидлита, работал в Литовском. Небольшое сниму видео вам, пока буду ехать по перевалу. Красивые картинки. Вот. И вот, собственно, в таком месте я стою. Как я оттуда уволился, есть на канале. Но затем я перешел в Херентес на Скане. И сегодня вот таким способом, значит, с помощью стрелы. И вот со Сканей к зиме, когда пришел момент, уже что-то началось. А до этого я снимал видос за видосом. Да, у меня прострелил тогда первый видос. Это, соответственно, когда я уволился с Гидлита. Он там, да, набрал хорошо просмотров. И с собой там паровозиком одно видео еще потянул. И я думал, вот, все, прорвало. Полетело, прорвало. Но нет. Все потом обратно упало. Шла весна, лето, осень. Я делал, как мне казалось, на то время классные какие-то видосы. Интересные, информативные. Но это все было просто мимо. О, друганы пасутся кучками, там их много. И вот я снимаю видео за видео, чтобы вы понимали, ну и до сих пор даже, то есть я делаю некоторые видео, которых ты, ну, на самом деле, кажется все просто, но ты вылаживаешься в это видео, как будто ты оставляешь в каждом видео часть себя. И вот я так вот делал тогда, как часть себя оставлял, а видосы набирали 500 просмотров, там 600, там 1000 максимум, то есть... И меня это уже штырило капитально, то есть, и я, собственно, себе сказал, что сейчас, если наступит зима, пойдут первые зимние видео, я пересяду на трехосники, у меня не будет никакого контента, в смысле не контента, а не будет просмотров, то я завершу историю с ютубом и больше к ней никогда не вернусь. Хотя на тот момент уже было потрачено немало денег, уже было, получается... Микрофонов, единственное, наверное, тогда еще не было. Нет, уже были тогда и микрофоны дополнительные, и камера была обновлена с GoPro Нет, вру, с GoPro не было. Все-таки тогда у меня была GoPro, микрофонов не было. Но, то есть у меня было 2 камеры, телефон и все. Но все равно, это вложение. И плюс я тратил бешеные деньги на интернет, потому что еще с самого начала я до конца не разобрался, как это все работает, как правильно нужно... в каком правильном качестве сохранять, там, битрейт, вообще таких слов не знал. Да, в целом про слова я узнал огромное количество слов. Ну ладно, давайте немножко по порядку. Так вот, видео начали набирать зимы, и у меня как отлегло. Ну и все, дальше я уже как бы немножко начинал понимать
как это будет и в будущем работать, что зимой у меня видео набирают просмотры, а летом и весь остальной период, кроме снега, я занимаюсь просто для себя ерундой, так сказать. Ну, не ерундой, в любом случае люди смотрят. Вы также в данный момент смотрите такое видео, где у нас уже нету снега, где я еду по сухому асфальту. Кто-то слушает уже просто меня, смотрит все видео подряд. Такие люди тоже есть. Так вот, на самом начале пути, то есть я изучил огромное количество информации, которое я вообще никогда в жизни не мог подумать, что я это буду вообще изучать. И тем более такое количество слов, как какой-то там рендеринг, шмендеринг, битрейты, экспозиция, баланс белого, мне это было вообще все абсолютно наплевать. Но это все пришлось мне узнать. Оптимизация на ютубе, с ней там тоже я долго боролся. Начинал смотреть какие-то видосы там обучающие, и это, и пятое, и десятое. Вот, ну, поначалу было так. Но затем, спустя уже где-то 3 лет ютуба, я перестал все это, естественно, даже меньше, может быть. Я перестал это все смотреть, потому что понял, что они везде просто говорят ерунду. Где-то частичку правды, как они себя называют-то, подождите. Инфлюенсеры, ёпта, блядь. Вот, так вот, это все инфо-цыгане на самом деле, огромное их количество. Да, есть такие еще, кто как-то пытается более-менее соответствовать каким-то стандартам. Но по поводу Ютуба, Ютуб меняется. Не то, что меняется Ютуб, меняется вообще время, меняется наша жизнь. И постоянно все новое. Ты должен постоянно быть в этом тренде, постоянно изучать новую информацию, постоянно под какие-то новые обстоятельства подстраиваться и так далее и тому подобное. И тогда что-то будет в целом получаться. Я на данный момент считаю, что у меня в целом все получается. Где-то, да, хочется, чтобы, конечно, было лучше. Опять-таки считаю много видео таких, которых я прям так подход делал к ним очень серьезный. И тему выбирал, все выбирал, снимал его как положено там, да, с началом захватывающим и так далее, но реально видосы не заходили. Вот вам пример одного видоса с прошлой осени. Бывало ли у вас такое, когда вы садитесь вечерком, хотите какой-нибудь фильмец посмотреть, и, например, вы захотели посмотреть фильм интересный какой-нибудь о дальнобое, да, и вы начинаете лазить по жанрам, а там ничего нету. И вы думаете, а в каком же жанре мне искать такой фильм? А я вам отвечу, ни в каком. Потому что ни в одном жанре не существует этих фильмов в 2025 году. Ну реально, скажите, начало захватывающее, и мне кажется, просто YouTube сам недооценил это видео, и, наверное, из-за того, что я обосрал весь кинематограф. Но я правильно сделал. Я, в принципе, все как считал нужным, так и сказал. Но интересный факт, что после этого компания то ли ТНТ, то ли СТС начала снимать сериал про дальнобой, но только про дальнобойщицу. Я также писал в записи, делал этот пост на эту тему. Ну и вроде обещают, осенью он уже выйдет. То есть он уже снят на данный момент. И этой осенью он выйдет, будет интересно посмотреть. Я более чем уверен, каждый из вас его будет смотреть вне зависимости, какие там актеры играют. Ну и в целом, конечно же, весь процесс, которым я занимаюсь уже 5 лет, это уже сложно даже назвать хобби. Да? Это просто вторая работа выходит. То есть я еду, я снимаю, в выходной день я это монтирую и так далее и тому подобное. Хобби я могу назвать там покататься на велосипеде, да? Или раз в год сыграть там с кем-то в карты или в нарды. Может быть каким-то таким хобби. Или там вязание периодическое. Вот. Но это уже как бы стало составляющей. Ну и в плане работы в компаниях тоже теперь уже это напрямую зависит. Начиная вот с этой фирмы точно, что уже я никогда никому не скажу, если вдруг, например, я буду менять работодателя, хотя я это не планирую в ближайших 50 лет,
Почему объясню? Потому что здесь у меня максимальная поддержка именно в этом плане. За это огромная благодарность компании, директору, что так они меня поддержали. То есть контраст, который был предыдущая фирма, вы помните, где я на Вольве ездил, где через 2 недели меня уволили за то, что шеф все-таки дурканул, ему все-таки, он решил, что ему все-таки не нужен такой водитель, который снимает видео про его компанию, а который знает вообще все просто, потому что машины выглядят все одинаково, но он думает, что он все-таки скрывается, и никто не знает, что это его компания. Хотя мы обсуждали, ну я тоже это все рассказывал на канале, это в стриме, поэтому повторюсь только, что мы с ним обсуждали этот момент съемок видео на условиях, я эти условия соблюл полностью, как мы с ними разговаривали. Никакие контактные данные, я ничего не раскрывал, там ни фирмы, ничего я не показывал. Вот. Но, короче, это уже не важно. Как говорится, что не делается, то к лучшему, и случилось лучшее все, то, что могло вообще быть на самом деле. Да и работа там на самом деле говно полное. Ребята, кто там работают, подтвердят это. Вот. По сравнению с тем, как я работаю здесь. Здесь я вообще как сыр в масле катаюсь. Так вот, компании, да, YouTube мой стартанул конкретно так очень хорошо, это с Херентоса уже начиная. Соответственно, здесь уже завязка была Scania. Я и раньше понимал, что, думаю, скорее всего, если я сяду на Scania, у меня будет больше просмотров. Просто от того, что это Scania, а не Renault какой-то вонючая или Volvo в бичевой комплектации, без дополнительных фар, без ничего. Ну и направления. Конечно же, мне нужны были направления, чтобы я катался по разным местам. В Херентосе это все получилось, и как бы канал немножко начал расти, набирать обороты, очень так уверенно и хорошо. Значит, с Херентоса я увольнялся не по собственной инициативе, не по инициативе работодателя, я увольнялся из-за санкций, так как белорусам визы Эстония перестала делать, продлевать, вообще ничего. То есть я должен был отработать свою визу и уехать из страны. Так я и сделал. Затем я уже оказался в Польше. То есть на канале это уже была 3-я фирма. Тоже все о ней есть на канале от А до Я, и почему я уволился, и т.д. и т.п. Вкратце скажу, что я уволился из-за своих принципов, потому что я пошел за водителя, который разбил машину. Работодателям это не понравилось. Вот. Более подробно я рассказывал в стриме, как что и вышло. Они его кинули на бабки в итоге, как они все-таки и хотели. Так и вышло. Я уволился, и вот была вот эта вот Volvo на 2 недели, и я вот попал сюда. Это 5-я фирма на канале. И я сейчас огорчу, наверное, тех, кто думает, что каждый год там фирмы меняют, что-нибудь в этом роде. Но если такие были обстоятельства, я не чмо, чтобы сидеть на условиях, которые мне не нравятся. Вот. А если вы терпила, то вы будете работать в одной компании, где у вас будут на горбу ездить, и вы будете молчать. Да, я не спорю, есть компании, знаю ребят, которые работают в компании, которые уважают людей, которые работают долго, идут на уступки, платят нормально. Такие тоже есть компании, но таких компаний очень мало. Здесь я, надеюсь, задержусь надолго, потому что, что может пойти не так, я не знаю, что может пойти не так. Просто даже ничего не предположить не могу. Работу я свою знаю, работу я свою выполняю. Все равно у меня работа именно стоит, как для работодателя, на 1-м месте. 2-е место — это контент. То есть контент никак не должен мешать работе. То же самое, там, съемки или монтаж, они также не должны мешать работе. Вот и все. Где-то какие-то моменты съемок, если я в чем-то сомневаюсь, например, как я снял видео, самое топовое за прошлый год, это про рыбярню Fine Fish. На филе уже непосредственно подготавливается к упаковке в ящики. Для упаковки в ящики красной рыбы. Замороженная продукция вылаживается немного в другие коробки. Выглядит это вот таким образом. Я первоначально, конечно же, спросил у своих, говорю, вот так и так. Я говорю, спросил у директора, он разрешил, согласен снять с ним видео, обзор фабрики. То есть все нормально, проблем не будет. Мне сказали, конечно же, нет никаких проблем, все хорошо. Вот, все, я снял все в открытую, все показал, все названия, все, что хотите. Вот, есть, такие рабочие, так сказать, моменты. Если также я не уверен, что я еду там на какой-то стою рыбярне, я не уверен, что это можно показать, я тоже это не буду делать. Поначалу, да, вы видели, когда я пришел в эту компанию работать, я замазывал, кто-то думал, что я номерные знаки замазываю, но нет.
Это были не номерные знаки. Я замазывал название компании. На номерных знаках также в рамочке было написано название компании. Поэтому мне приходилось налаживать и туда эту фигню. Ну и затем, как бы мне сам шеф сказал, говорит, успокойся, не занимайся ерундой. Все в порядке, спокойно показывай название компании. Нам это тоже идет, естественно, плюсом. Если ты снимаешь четкий, классный контент, то почему и нет? Вот и все. Поэтому я на полном спокойнике, с полной поддержкой работодателя продолжаю снимать видосы для вас. И это как бы, да, это самый важный пунктик в работе. Следующий пунктик, это, конечно, была Scania. От Scania никуда не уйду. Но есть и отрицательная сторона, что за эти годы, пока я хвалю Scania, от Scania мне также никакого бонуса, ни брелка, даже майку они мне подарить не могут. Хотя могли бы. Зачем я ее хвалю? Я тоже не буду теперь хвалить Scania, и я вам четко заявляю, что Scania говно. Делает полное говно, не соответствующее вообще ни цене, ничему. Вот когда они мне начнут подарки давать, тогда я буду их обратно хвалить. К DJI это также само относится. Да, ты можешь не спешить никуда. Абсолютно. Несколько советов. Многие ребята на самом деле спрашивают, как, что, вот как начать. Вот я вот думаю, я хочу там снимать. И многие, кто спрашивает, я в принципе дам совет такой, что, ну, это дело, конечно же, нелегкое. И это дело со старта тоже затратное. Но если вы хотите делать, у вас не получится это, если вы это не будете делать регулярно. То есть только регулярность и постоянное развитие. То есть что в понимании развития? Это картинка, качество картинки, качество звука. Если у вас отсутствует звук, то у вас ничего в целом и не получится никогда. Вот. Но я смотрю раньше, то есть раньше, когда начинали YouTube, да, там давно, в 18 веке, вообще не надо было ни звук, ни картинка. Видосы реально залетали, потому что не было такого количества авторов. Но некоторые в этом времени и застыли. Я, для аналитики я смотрел другие YouTube-каналы, сравнивал и так далее. И вот некоторые, как снимали говно, так они продолжают его снимать, хотя у них большая аудитория. Мне это, например, непонятно. Я человек, который постоянно... Вы сами видите по моему каналу, кто меня давно смотрит, постоянно что-то меняется, что-то добавляется, но всегда как бы это одновременно улучшается. Не ухудшается так точно. По крайней мере, я так считаю. Если я не прав, напишите мне в комментариях. Вот. Но кто напишет мне не прав, скорее всего, я его заблокирую, как я это обычно делаю. Да, ну это, конечно же, шутка. Я блокирую только которые меня совсем выбешивают. Вот здесь тоже пояснение такое дам. С самого начала, во-первых, рамки канала. Я сделал для себя четкий вывод, что я хочу от аудитории, что я хочу от канала и как это все будет выглядеть. И первое, конечно же, что это канал о дальнобое и Скандинавии, а не о политике, о войне, о всякой остальной катаклизмах каких-нибудь, да. Этого у меня нету на канале и никогда не будет. То есть только тема, которая подразумевается в названии канала. Это первое. Второе, аудитория. Аудитория у меня на канале будет только та, которая мне угодна. Другой не будет просто. И поэтому все полупокеры, которые когда-либо вылазят на каких-то видосах, начинают какую-то херню писать, я их просто-напросто блокирую. Вот. И объясняю почему. Потому что таким образом, я так считаю, опять-таки, у меня больше будет рост. То есть сейчас в современные реалии Ютуба должна быть вовлечена аудитория. То есть видосы должны просматриваться там от начала до конца, там, понятное дело, и это, плюс этот человек один, если комментирует и поставил лайк там в конце видео, все эти дела, все это учитывается. И это если делается на постоянной основе, тем более, то есть, а если человек, то есть, которому я не нравлюсь, да, если он мне пишет херню какую-то, соответственно, он не будет смотреть видео там от начала и до конца. А, куда ты собрался? Ты не ко мне? Ну ладно. Ну и в целом, сам этот негатив мне абсолютно не нужен. Я могу делать где-то что-то неправильно там или что-то сказать не так. Особенно меня выбешивает, когда меня где-то что-то поправляют.
Просто никто не может понять, что каждый видос записывается... У меня нету текста на лобовом стекле. Я его вот выдаю. Я еду, у меня дорожная ситуация. Вот как сейчас была, я мог какую-нибудь херню ляпнуть там, например, да, так что я поворачиваю не налево, а направо. Образно говоря. Там, когда я путаю болты с гайками, там, это тоже все просто оговорки. И есть люди, которые правильно умеют поправлять, а есть, которые профессионал, болта гайки отличить не может. Идет он нахуй просто-напросто. Вот и все. Вот так я могу вам сказать по секрету, как это у меня работает. Я добрался у нас до рыбярни. Ну и в целом-то, давай едь, я пропускаю тебя. В целом-то, наверное, то, что я и хотел сказать, поделиться, да, этим. Но впереди у нас еще огромное количество работы. И если у нас, так можно это посчитать, такое, как бы, юбилейное видео, 5 лет, маленький такой юбилейчик, да, в следующем году у нас будет новый юбилей. Это будет 10 лет, как я работаю в Скандинавии. Именно внутри самой Скандинавии, 10 лет. Дальше у нас также будет потом там через год еще юбилей, там 15 лет в дальнобое. Потом мы будем праздновать уже 10 лет канала. И будем так идти с вами по юбилеям одним сплошным. Вот. Да, машина стоит, банда. Ну, мне говорили, на 8 часов меня должны загрузить. Сейчас надо где-то мне найти, как-то мне где-то запарковаться. И вот, впереди планов много. Снимать всегда будет что-то. И тем более с каждым годом, так сказать, имя канала укрепляется. И я это также буду стараться держать, так сказать, до последнего. Ребята тут на великах подъехали, попросили побибикать. Пацаны, не только вы меня снимаете, а я вас тоже. Но они об этом вряд ли узнают. Ловцы за контентом, так сказать, я их называю, дети, которые подъезжают и побибикай, поморгай. Когда на старенькой был, там ребята тоже подходили, а можно поглядеть, как в салоне? Я говорю, ну, конечно, можно, залазьте, смотрите. И поморгаю, и побибикаю без проблем. Вот, друзья, что вам хочу сказать еще в конце, что в любом случае все, что вы думаете, планируете начинать, о чем-то мечтаете, просто делайте это. Потому что потом вы будете жалеть, что вы это не сделали по той или иной причине. Вот, и все у вас будет получаться. А не получится, ничего страшного, ничего такого. Ну, не получилось, можно заняться чем-то другим. Вот. Я же дальше буду развивать YouTube канал, работать в Скандинавии, радовать вас новыми видосами. И с вами был Федор. До новых встреч, пока-пока. Говно видео, нахуй. Записал какую-то шляпу.